куда мы не знаем куда. Я просто вообще обалдела. Там просто... Да, гнилые яблоки. Класс. Ой, трэш. Всем привет, это новый влог. Я решила, что это будет рассказ со вставками того, о чем я буду рассказывать. Вот, поэтому основная часть, наверное, произойдет вот в каком-то таком формате. Надо, наверное, ее потише сделать, да? Вот, хорошо. В общем, я решила, что мне нужно как-то вносить разнообразие в свою жизнь, отходить от рутины и больше ходить на всякие выставки, мероприятия и так далее, поэтому этот месяц получился достаточно насыщенным. Этот месяц — это ноябрь. Мы ходили на всякие выставки, и одна из таких самых интересных, там выставлялись, собственно, выпускники различных университетов Москвы, этих вот направленностей, и они там выставляли свои, наверное, выпускные работы. Очень клевая выставка. И я поняла, что мне очень нравится, когда на выставках есть гид, аудиогид или реальный гид, который объясняет суть работы, потому что вот так вот, когда ты особенно не погружен в эти все темы и не понимаешь специфику работ, конечно, очень сложно в полной мере оценить, что перед тобой находится, там, что задумывал автор и так далее. Если это происходит с какими-то картинами, фотографиями, мне в целом не так нужна информация о том, что там здесь происходило и о чем идет вообще речь, потому что в целом понятно по фотографиям, по картинам, что это такое, что хотел передать автор и так далее. На этой выставке был бесплатный экскурсовод, который рассказывал о том, что там находится, там с перерывом, по-моему, там что-то раз в час или раз в полчаса. И это было очень круто. Например, мы проходили одну работу, там стояли как 3 такие часовни, наверное. Когда гид рассказал, что эта работа выполнена в самой сложной технике изготовления из стекла, конечно, работа приобретает особую ценность, потому что понимаешь, как много сил человек вложил в свое произведение. Без экскурсовода какие-то такие вещи невозможно уловить и невозможно понять. Вторая инсталляция, которая мне запомнилась, это было что-то наподобие лестницы из зеркал. И, в общем, идея автора была в том, что мы не можем находиться в одном месте, и мы всегда находимся в миллионе разных мест, потому что мы всегда думаем о прошлом, будущем, настоящем, у нас мысли вечно переплетены. Третья экспозиция, которая мне понравилась, это был шкаф с разными полочками, и на этих полочках находились разные предметы. Там на первой полочке находилось то, без чего он, видимо, жить не может, какие-то прям фундаментальные для его личности вещи, вот что-то такое. Ну и потом, соответственно, по уменьшению значимости. И на самой верхней полке лежала кепка. Эта кепка была оставлена случайно. В процессе работы просто автор постоянно клал кепку наверх, и в итоге ее там забыл, ну и решили оставить. В этом шкафу еще сбоку находились такие маленькие ящички с разными предметами. И оттуда можно было брать какие-то предметы, но взамен нужно было обязательно что-то туда положить. Следующее важное событие. Нас преподаватель пригласил на воркшоп, который проходил в Центре дизайн мышления. Это центр, где занимаются изучением этой методики. Было что-то очень сложно добираться до этого места. Время 7 часов вечера. Мы выбрались на экскурсию по какому-то дизайн мышления. По какому-то, да. И потом там будет что-то типа деловой игры, наверное. Называется воркшоп. А ты думаешь, прям он будет? Мне кажется, что просто деловая игра. Не знаю. Ну, короче, суть в чем? Каждый раз, когда мы выбираемся куда-то, куда мы не знаем куда, получается такая вот ситуация, мы непонятно где, и мы не можем найти
как нам дойти, потому что не работает это где? GPS. И, соответственно, по карте не можем никуда прийти. Мы, в общем, там кружили, пока не нашли необходимое здание. Мы перепутали вход и случайно попали тоже на выставку. Пришли мы в такое вот местечко. Выглядит не очень. Эпопея продолжается. Ну, Геля, я тебе отвечаю, если нас тут не убьют, это будет сказочно. А, ну там что-то вот. Выставка была какая-то дико странная, на самом деле. Жуткая, психоделическая. Вот создавалось впечатление, что это, ну, какие-то такие сценки из психбольницы. Мы случайно попали на какие-то очень жуткие выставки. Мне прям дискомфортно. Фу, гнилые яблоки, фу. Мне реально страшно. Мы наконец-то нашли вход в Центр дизайн мышления. Там сначала были лекции. А кто не знает, что такое дизайн мышления? Поднимите руку. Заказчик MasterCard и два разных банка. Одно и то же. И когда Дима сказал... Потом был предложен кейс, и нужно было, по-моему, на выбор было кейса, и нужно было разбиться по командам и этот кейс решить с помощью игры. Дальше, 2 ноября, был день рождения моей сестры. Ей родители подарили урок серфинга на искусственной волне. Твои эмоции перед первым походом на серфинг? Предвкушение. Предвкушение? Реально, может, там сложно, походу, будет. Походу. Что там написано? Поднялись на гребень волны, Можно спрыгивайте. Вот так упасть надо вот так. Действие будет происходить вот здесь. Она отвоевала розовый шлем. Телефон убрала. Такой вот ужин заказали. Еще заказали облепиховый чай и фреш. Выглядело, конечно, очень прикольно, классно, но вот визуально было достаточно больно падать, потому что там волна сильная, и когда падали, прям уносило так нормально. В восторге, поэтому, думаю, мы рекомендуем. Дальше был концерт моей любимой пиццы. Это было просто невероятно, я так его ждала. Начинается с концерта. Мы идем на пиццу. Немножко опаздываем, мне кажется. Даш, как думаешь, мы опаздываем? Я в предвкушении. Ждем начала. Стоим в толпе. Честно, ожидалось, что зал будет больше, ну, танцевальная зона. Вот, а тут прям так. Дедушка Питер, где работают сети, но играй на лимите, а я все жду тебя в лифте. Каждый день слушала их песни, они еще выпустили 3 новые песни перед концертом. И я их просто вообще заслушала. Потом начался концерт, его задержали минут, наверное, 10-15 всего лишь, поэтому недолго мы ждали и стояли в тишине. И потом вышел. Ой. Я просто вообще обалдела. Это было потрясающе. А потом мы с сестрой пошли на женский стендап. Такая вот обстановочка на женском стендапе. Не норм, да, вообще? Народу было трэш просто. А сам концерт как будто бы был направлен на другую целевую аудиторию, в том плане, что очень много было шуток про мужей, про детей, а нам это вообще не близко, и очень много было шуток 18+. И когда они в таком количестве и одно и то же, что-то не особо смешно. Мы ожидали, что вообще это будет разрыв
полный. А так, ну, просто сходили, приятно провели время, посмеялись. Единственное, моя любимая Маркова не разочаровала, это просто моя любовь, я ее обожаю. Прям всем сердцем. Она прям очень смешные шутки рассказывала. Потом я попала на кейс чемпионата Билайна. Мы сегодня встретились чуть раньше лекции в универе, потому что нам нужно сделать задание к кейсу, просчитать юнит-экономику. Если вы спросите, что это такое, мы сами не особо понимаем, что это такое. Мы находимся на кейс-чемпионате от Билайна. Нам дали подарочки. Я не помню, когда последний раз писала. Смотри. Как в щелке. Еще наклеечки, да? И ручечку. Там мы находились весь день. Вообще команды должны были состоять из 5 человек. У нас она получилась из 4, потому что там кто-то заболел. И, конечно, всегда вот на любых кейс-чемпионатах очень не хватает времени. Потому что вот еще бы чуть-чуть больше времени, и вообще работа была бы идеальной. Ну и в целом я этот месяц проводила много времени с друзьями. На день рождения подруги мы пошли в кафе «Друзья». Такое достаточно атмосферное место. Там везде висели плакаты с цитатами героев из сериала. То есть на любое действие ты можешь... Ну ладно, нет, кстати, про эту карту я позже расскажу. Да. Вот есть посмотреть грядущее, ты можешь посмотреть верхние 3 карты стопки. И если... Я сейчас побежала на тренировочку. На улице холодина, все красные. Я сейчас села выполнять задание, которое мне нужно сдать в универе. Оно у нас групповое. И как я не люблю работать в группах, очень сложно найти вообще какой-то компромисс, объяснить друг другу, кто как видит это задание, как это видит преподаватель, как оно должно быть сделано. У меня сегодня была тренировка с антистресс-элементом. Живым, между прочим. Я уже пришла домой, и что-то так холодно, мне прям даже забрала новый штатив с Озона, потому что один мой предыдущий, он что-то мне не нравится, как он держит телефон, постоянно падает все. И в целом он достаточно шаткий. А второй, он очень маленький, и неудобно снимать, поэтому... Что-то улетело. Все, у меня теперь есть нормальный длинный штатив. Класс. Спасибо за просмотр влога. Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на другие мои социальные сети. Спасибо, всем пока.